На этой планете Ханкай следует за цивилизацией. Чем активнее развивается цивилизация, тем сильнее досаждает Ханкай. Ханкай — это неизведанная разрушительная сила, которую человечество пока не может постичь. Сверхъестественные бедствия, чудовища, вирусы и эпидемии — лишь некоторые из его проявлений. Около 50 тысяч лет назад человечество достигло пика технологического развития. Эту эпоху называют прошлой эрой. Жизнь людей казалась незыблемой, однако именно в период величайшего расцвета Ханкай обрушился на мир, положив начало многовековой борьбе за выживание. Ханкай порождает хершеров – существ, выходящих за рамки разумного. Они обладают способностью управлять фундаментальными аспектами физики или реальности, неся разрушение и хаос. Устойчивые же к энергии Ханкая люди являются идеальными сосудами. Вызванные Ханкаем катастрофы представлялись населению как природные катаклизмы, дабы избежать массовой паники. Для борьбы с Ханкаем была создана Всемирная организация «Огненный мотылек». Под единой целью – раскрыть секреты Ханкая и победить его, здесь объединились сильнейшие солдаты и гениальные ученые. Мотыльки вербовали талантливых людей по всему миру. Опубликованная теория квантовой механики молодой девушки по имени Мэй, ее выдающийся интеллект и навыки привлекли внимание организации. Во время рокового третьего выброса перед Мэй появился агент из мотыльков. Его задачей было защитить ее и предложить присоединиться к организации в качестве ученой. Мэй всегда жаждала раскрыть тайны Вселенной и расширить научные знания человечества. Ее же возлюбленный Кевин, не желая разлучаться с ней, добровольно вступил в организацию в качестве солдата. Мэй быстро завоевала авторитет, и под ее руководством люди проникли в глубинные сферы науки. Предложенный ею проект «Мантис», заключавшийся в слиянии генов зверей Ханкая с людьми, завершился успехом. Кевин, который вызвался добровольцем, обрел силу управления льдом и с ее помощью сумел одолеть Хершера огня. Однако Кевин не был рад обретенной силе. Он больше никогда не сможет прикоснуться к любви всей своей жизни, не причинив ей вред. Побочный эффект от операции «Мантис» оставил его навсегда закованным в лед. Кевин знал, что его путь обречен на одиночество. Его сила была же его и проклятием. Человечество продолжало одерживать верх над Ханкаем, но с каждым новым Хершером опасность стремительно возрастала. Объединив Солиум, металлический композит из наномашин с ядрами поверженных Хершеров, люди смогли создать величайшее оружие своего времени – божественные ключи. Одним из таких является правосудие Шамаша, созданное из ядра Хершера огня. Его разрушительная мощь не знала равных, и лишь Кевин, чьи способности Мантиса позволяли нейтрализовать побочные эффекты ключа, мог полностью раскрыть его потенциал. Вместе они становились воплощением абсолютной силы. Но даже этого оказалось недостаточно. С каждой победой люди несли огромные потери. После победы над 11-м Хершером ограничения около 70% населения было уничтожено, а 12-й Хершер эрозии, представляющий собой разумный вирус, сумел проникнуть в ракетные шахты и, отдав роковой приказ, уничтожил оставшиеся 3 города человечества. Доктору Мэй удалось запечатать его в черный ящик, однако было уже слишком поздно. Эпоха прошлой эры оказалась на грани полного вымирания. Созданный Мэй величайший искусственный интеллект Прометей предсказал появление 14 Хершеров, и последний из них превзойдет всех прежних, обрекая человечество на полное уничтожение. Последний Хершер должен был появиться на Луне. 2 из 8 воинов погибли уже в первые 5 минут сражения. Доктор Мэй, осознавая ситуацию, немедленно приказала отменить протокол ограничения Селены. Оружие, способного рассеять энергию Ханкая Хершера в виде тепла и запустить ее при перегрузке мощности в 200%. Используя единственный шанс, Кевин, стоя на грани отчаяния, вложил всю свою силу в решающий, беспощадный удар. Однако удар Кевина лишь временно оглушил Хершера, не нанеся тяжелых ран. Энергетическое орудие человечества, способное противостоять Хершеру, было утрачено. Через 12 часов Хершер восстановится и уничтожит мир.
Жизнь Мэй уже долгое время угасала из-за болезни, вызванной заражением энергией Ханкая. Вернувшись на Землю, Кевин обнаружил ее бездыханное тело у терминала, где она до последнего руководила операцией. Потрясенный ее гибелью, он хотел последовать за ней, но услышал плач ребенка, их сына Адама, созданного Мэй в лаборатории из их общих генов. Вместе с уцелевшими людьми прошлой эры они погрузились в долгий сон, используя криокапсулы, хранившиеся в святилищах мотыльков, чтобы однажды пробудиться в новом мире. Люди давно знали, что их эпоха уже мертва, и все же они не сдались. Мэй и мотыльки разработали проекты, призванные помочь будущей цивилизации. Они станут семенами, способными возродить человечество. Ученые перевели все свои многолетние исследования в генетику. В будущем у людей проявятся так называемые стигматы. Успешно пробудившие их люди обретут сопротивление к Ханкаю и смогут использовать его силу. Сотни женщин, обладающих уникальными генами, были помещены в криокапсулы, ожидая своего пробуждения. Проект «Стигма», за который отвечал Кевин, предусматривал насильственное пробуждение этих генов, что неизбежно привело бы к гибели большинства людей. Проект «Эмбер», возглавляемый Хуа, был направлен на передачу знаний и опыта прошлой эры будущим поколениям. Люди проиграли войну с Ханкаем, но через десятки тысяч лет они вернутся на Землю, продолжая свою священную миссию. Прошло 50 тысяч лет. Новое поколение заселило планету. Однако с возрождением цивилизации Ханкай возник вновь. И тогда перед людьми явился беловолосый воин, зовущий себя Касланой. Он принес надежду в эту новую эпоху. Подписывайтесь на телеграм-канал «Золотой двор» для большего количества материала по лору игры. Поддержать выход роликов можно донатом или подпиской на Бусти. Спасибо за просмотр.